Образцы тканей и костных структур давно вымерших животных попадают в руки исследователей самыми разными путями. Это могут быть окаменелости, отпечатки в слоях породы и даже застывшие в янтаре насекомые. Одним из самых лучших способов сохранить органический материал является заморозка. В ходе формирования современной Земли на обширных территориях природа создала естественный морозильник, в котором можно найти хорошо сохранившиеся свидетельства давно ушедших эпох. Речь идет о зоне вечной мерзлоты. В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим это явление со всех сторон и расскажем о 10 удивительных находках, позволивших сделать немало открытий о животном мире прошлого нашей планеты. Если вы интересуетесь наукой, обязательно подписывайтесь на наш канал. Это позволит вам быть в курсе публикации новых роликов о вымерших и современных животных, а также об их происхождении и эволюции. А при помощи лайков и комментариев наши зрители могут помочь в развитии канала и его продвижении по алгоритмам площадки. Известно, что наша планета периодически переживает циклы похолодания и потепления. Иногда случаются самые настоящие ледниковые периоды, длящиеся миллионы лет. Последнее оледенение завершилось примерно 11 тысяч лет назад. Именно оно стало причиной образования вечной мерзлоты. Но сейчас мы живем в эпоху так называемого глобального потепления. Это потепление способствует постепенному таянию вечной мерзлоты. Поэтому ученым следует как можно активнее изучать то, что скрыто в ней сейчас. И среди открытий, связанных с изучением животных, найденных в вечной мерзлоте, можно выделить 10 наиболее важных и интересных. Шерстистый носорог Саша. Этот детеныш шерстистого носорога, названный по имени того, кто его обнаружил, Сашей, проживал на территории современной Якутии примерно 33-34 тысячи лет назад. Настолько хорошо сохранившихся останков, да еще и не относящихся к взрослым особям, до этого в руки исследователей не попадало. Его обнаружил в 2014 году предприниматель Александр Бандеров, отправившись на охоту. Перевести находку в Якутск с соблюдением всех предосторожностей удалось только в 2015 году. Еще через 2 года после изучения и небольшого косметического вмешательства чучело маленького шерстистого носорога было выставлено в местном музее. На данный момент в ходе изучения образца ученые выяснили следующее. На момент смерти ему было примерно 7 или 8 месяцев, хотя по размерам он сопоставим с 1,5-годовалым современным носорогом. Плохая сохранность внутренних органов и малый возраст детеныша на момент смерти не позволили ученым определить пол животного. Ученые впервые смогли изучить шерстяной покров этих животных. До этого все представления о длине и структуре шерсти имелись только по наскальным рисункам. Шерсть носорожка была густой и длинной. Это говорит о том, что он с малых лет был подготовлен к жизни в суровом климате и на момент смерти уже перелинял в более светлую зимнюю шубу. Внутренние органы животного практически не сохранились, зато ученые смогли детально исследовать мягкие ткани, оставшиеся на его конечностях. Причина смерти малыша неизвестна. Точно можно сказать, что на туше нет следов нападения хищников или последствий каких-либо заболеваний. Пещерные львята Спарта и Борис. Маленькие пещерные львы, которым дали имена Спарта и Борис, обитали на территории Якутии 28 и 43 тысячи лет назад соответственно. Их обнаружили в 2017 и в 2018 годах
на расстоянии около 15 метров друг от друга. Спарта считается самым хорошо сохранившимся из обнаруженных пещерных львов. Ученые имеют возможность изучить не только строение ее шерсти, но и даже усов. Для исследования этих уникальных находок были собраны ученые из нескольких стран. Достоверно установлено, что Спарта была самкой, а Борис – самцом. Наиболее вероятной причиной смерти обоих животных считается оползень или другой природный катаклизм. Также возможно, что они могли упасть в какую-то яму или трещину в земле. У львят обнаружены множественные переломы, но следов нападения хищников или активности падальщиков на их телах нет. Сначала ученые решили, что на момент смерти Спарте было не больше 2, а Борису – 3 недель. Но более детальное изучение их зубов показало, что их возраст составлял 1-2 месяца. Обнаруженный в 2015 году более молодой львенок был более темным, чем исследуемые образцы. Это дало повод предположить, что с возрастом пещерные львы приобретали более светлый окрас. Это помогало маскироваться на открытых пространствах, несколько месяцев в году покрытых снегом. Примечательно, что у современных родственников африканских львов детеныши в первые месяцы имеют пятнистую окраску. Скорее всего, цвет шкуры зависит от места обитания этих животных. Также в пример можно привести рисунки, оставленные в альпийской пещере Шаве на территории Франции. Там изображены пещерные львы с темными участками меха. Детеныши мамонта Люба и Хрома. Эти маленькие шерстистые слоны на момент смерти были младенцами, даже по меркам мамонтов. В желудке одной из них даже сохранились следы полупереваренного молока. Они были найдены в разных частях Сибири в 2007 и 2008 годах. Первый из них был самкой и получил имя в честь жены местного жителя, который ее обнаружил. А вот Хрома был самцом, и назвали его по имени реки, на берегу которой он был найден. Любе на момент гибели было около 2, а Хроме около 1 месяца. Оба они погибли, захлебнувшись в воде. В их легких и в дыхательных путях обнаружены следы ила. Тело первого мамонтенка практически не повреждено, а вот у второго сломан позвоночник. Вероятно, он упал в реку с берега, который мог обвалиться, когда малыш подошел к краю обрыва. И тот, и другой образец являются наиболее сохранившимися мамонтами, когда-либо попадавшими в руки исследователей. Поэтому для их изучения были привлечены ведущие ученые со всего мира. Была проведена даже компьютерная томография образцов, возраст которых составил около 40 тысяч лет. Мумия степного бизона Юкагир. Подобные находки не являются большой редкостью. В распоряжении ученых имеется несколько экземпляров мумифицированных предков современных бизонов. Но большинство из них находится не в самом хорошем состоянии из-за воздействия времени или хищных животных. В 2011 году представители одного из сибирских коренных народов сообщили об очередной обнаруженной мумии. Впоследствии образец получил свое обозначение в честь этой народности. В отличие от более ранних находок, у этого бизона, жившего в Сибири примерно 9000 лет назад, очень хорошо сохранились внутренние органы. Конечно же, они усохли и уменьшились в размерах, но ученым выпала уникальная возможность исследовать сердце, печень, мозг и другие органы животного. Также у данного экземпляра сохранилось большое количество кровеносных сосудов. А не так давно, в 2022 году, в вечной мерзлоте удалось обнаружить еще одну мумию степного бизона,
возрастом около 8 тысяч лет. По словам ученых, обследовавших этот образец, его сохранность позволяет рассчитывать даже на возможное клонирование животного из мамонтовой фауны. Жеребенок из кратера Батагайка. Батагайский термокарстовый кратер, названный по имени близлежащей реки, иногда называют «вратами ада». Он является прямым доказательством таяния вечной мерзлоты и представляет огромную научную ценность. В нем уже неоднократно находили останки древних животных. В целом, по словам ученых, это необычное природное явление может рассказать нам об изменениях климата и условий жизни на данной территории за последние 200 тысяч лет. Эта огромная яма начала образовываться в Якутии в 60-х годах прошлого столетия после вырубки участка леса. Кроны деревьев перестали защищать землю от палящих солнечных лучей, и она постепенно начала оттаивать, все больше обрушаясь. Сейчас его длина составляет около 1 километра, а самая глубокая точка находится на расстоянии 100 метров от поверхности. Именно на этой глубине в 2018 году совместная российско-японская экспедиция обнаружила хорошо сохранившиеся останки жеребенка возрастом от 30 до 40 тысяч лет. На момент гибели животному было не более 2 месяцев. Его рост составлял примерно 1 метр. Генетически это животное сильно отличается от лошадей, живущих в Якутии сейчас. В руки ученых попали образцы мягких тканей, внутренних жидкостей и даже волосков из ноздрей древней лошади. На данный момент это самые хорошо сохранившиеся останки данного вида за всю историю изучения. Мумия медведя, оказавшаяся моложе, чем предполагалось. В 2020 году местные жители обнаружили в Сибири и передали в руки ученых мумию древнего медведя. Первичный анализ показал, что останки принадлежат пещерному медведю, вымершему около 22 тысяч лет назад. Эти монстры были крупнее современных белых медведей. Они вырастали до 3,5 метров в высоту и могли весить до 1,5 тонн. Но более детальное изучение находки и вскрытие мумии показало, что ученые ошиблись примерно на 20 тысяч лет. Этот медведь оказался самкой более позднего вида медведей. Возраст останков не превышает 3,5 тысяч лет. А медведица была не такой огромной, как казалось ученым в начале. Но все равно эта находка является важной для науки и позволяет изучить особенности жизни этих вымерших животных. Нунчога – заокеанский конкурент Любы из Сибири. Не все важнейшие открытия, связанные с вечной мерзлотой, были сделаны в России. В 2020 году канадские золотоискатели выкопали в вечной мерзлоте хорошо сохранившиеся останки 2-месячного мамонтенка. Его имя на языке одного из местных индейских племен означает «большой детеныш». Возраст на момент смерти и время ее наступления совпадают с показателями мамонтенка по имени Люба, найденной ранее в Якутии. На данный момент это наиболее хорошо сохранившийся мамонт из Северной Америки. Причиной смерти мамонтенка, вероятно, стало то, что животное отошло от своего стада и провалилось в жидкую грязь или болото. В его желудке сохранились остатки травы, съеденной незадолго до смерти. Таинственная колония пингвинов Адели. Этот вид пингвинов и сейчас обитает в приполярных регионах южного полушария, поэтому найденная в 2016 году на мысе Иризар в Антарктиде
покинутая колония сначала не заинтересовала ученых. Но тот факт, что пингвинов Адели не видели в этом месте последние 100 лет, заставил исследователей подробнее изучить находку. Оказалось, что данная покинутая колония оттаяла совсем недавно. Отступившие льды открыли пляж, усыпанный яичной скорлупой и мумифицированными трупами птиц. Радиоуглеродный анализ образцов показал, что их возраст составляет от 5000 до 800 лет. Ученые предполагают, что за последние тысячелетия пингвины как минимум трижды покидали и снова заселяли это место. Возможно, это случалось из-за цикличного замерзания и таяния арктических льдов. Настоящая белка из ледникового периода. Все мы помним невезучую саблезубую белку из мультфильма про ледниковый период. Возможно, в 2018 году канадские золотоискатели нашли ее реальный прототип. Они принесли ученой странный комок из шерсти и костей, найденный при разработке вечной мерзлоты. После детального изучения выяснилось, что это останки сусликовой белки, умершей около 30 тысяч лет назад. Генетически эти животные ближе к современным сусликам, чем к белкам. И найденная белка, конечно, не была саблезубой, хотя оказалась такой же невезучей. Ученые предполагают, что зверек, свернутый в клубок, умер от холода в процессе зимней спячки. Серая волчица по имени Жур. Жур на языке одного из коренных племен Канады означает «волк». Именно такое имя дали ученые, найденной все теми же золотоискателями из провинции Юкон в 2016 году самке серого волка, погибшей в возрасте 7 недель. Предположительно, причиной смерти Жур стало обрушение ее жилища. В этой могиле тело маленькой волчицы пролежало 57 тысяч лет. При этом оно очень хорошо сохранилось. По сути, это животное мало чем отличается от серых волков, проживающих в Северной Америке и Евразии сейчас. И находки таких мумий в Сибири совсем не редкость. Но настолько хорошо сохранившегося образца в распоряжении американских ученых еще не было. Да и добраться до сибирских образцов гораздо сложнее, чем в более мягком грунте Канады. Согласно статистике, за последние 40-50 лет верхний слой вечной мерзлоты местами стал теплее на 2-3 градуса. Также с потеплением климата начало выпадать больше осадков. Толстый слой снега защищает землю от промерзания в зимнее время. Все это ведет к постепенному таянию вечной мерзлоты. У этого естественного явления есть как положительные, так и отрицательные стороны. Для ученых оттаивание вечной мерзлоты является настоящей кладезью знаний. В ней находят не только останки животных, но и семена древних растений, а также множество людских артефактов. С потеплением климата не приходится добывать образцы из мерзлого грунта. Представители плейстоценовой фауны в вечной мерзлоте иногда сохраняются настолько хорошо, что раскопавшие их северные хищники, вроде песцов, с удовольствием лакомятся мясом шерстистых носорогов, лошадей, бизонов и мамонтов, умерших десятки тысяч лет назад. По некоторым оценкам, в замерзшей в вечной мерзлоте органике накоплено до 1600 миллиардов тонн углерода. Это больше, чем задействовано в круговороте этого газа на данный момент по всей планете. Также в почве вечной мерзлоты в состоянии близком к анабиозу находится гигантское количество микроорганизмов. При оттаивании органики эти микробы начнут яростно ее перерабатывать.
Весь накопленный углерод вернется в атмосферу, что резко увеличит парниковый эффект. Сейчас люди активно добывают в вечной мерзлоте природный газ, но с ее оттаиванием эта горючая и взрывоопасная смесь, находящаяся под большим давлением в толще Земли, начнет высвобождаться. Это превратит северные тундры в настоящие минные поля. Также в глубинах северной почвы затаились неизвестные науке вирусы. Сложно предугадать, как пройдет знакомство современной фауны с этими древними обитателями планеты. Потепление климата превратит тундры, покрытые ягелем, в обширное болото. Это негативно отобразится на жизни коренных народов Севера. С исчезновением пастбищ и кормовой базы пострадают многие животные, в том числе и одомашненные северные олени. Но в будущем исчезновении вечной мерзлоты есть и положительные для человечества и планеты в целом стороны. Огромные пространства, которые долгое время были, по сути, непригодными для использования, станут новыми регионами с высоким потенциалом для развития сельского хозяйства. После оттаивания почва в этих регионах станет крайне плодородной из-за большого количества накопленных в ней природных удобрений – гумуса. Кроме того, эта земля пока не испорчена химическими веществами, применяемыми в сельском хозяйстве и других областях человеческой деятельности. Также в этих регионах со временем тундру сменят самые настоящие леса. Они станут еще одним источником кислорода, не менее продуктивным, чем сибирская тайга или амазонские джунгли сейчас. Мы благодарим зрителей, которые досматривают все наши ролики до самого конца. Если вы хотите больше узнать о героях этого выпуска, а также о других вымерших животных из разных периодов существования нашей планеты, рекомендуем ознакомиться с роликами, вышедшими на нашем канале ранее. Кроме того, в них рассказывается о происхождении жизни, возникновении человечества и предполагаемом будущем нашей цивилизации.